Здравствуйте, это обзор новостей Черногории за неделю. Поговорим о реакции и действиях иностранцев в ответ на новый законопроект об иностранцах, о скором введении виз для россиян, о доходах от туризма и смене туристического вектора двух очень перспективных районов побережья, о массовом сносе нелегального жилья и о многом другом. Выпуск будет интересным, заваривайте чашечку кофе и усаживайтесь поудобнее. Напомню, все актуальные новости дня выходят на нашем телеграм-канале, ссылка на него в описании. Если хотите поддержать нашу работу, ссылка на чаевые там же. На этой неделе у нас было тепло и очень дождливо, настолько, что затопило Будву и Ульцинь. В Будве большая проблема с парковками, поэтому машины ставят в том числе в русло реки Граджевица. Но если летом река практически пересыхает, то в период сильных дождей возникают реальные проблемы. В Ульцине, кроме того, что периодически топит школу, так что отменяются занятия, есть еще свои нюансы, исходя вот из этого комментария его жительницы. Но есть шанс, что в ближайшие годы Ульцин станет, если не вторым Дубаем, то хотя бы вторым портом Монтенегро, поскольку на часть из этих 13 километров слабо освоенного песчаного пляжа положил глаз Мухаммед Алабар, который построил всемирно известный Бурдж-Халифу, Дубай-Молл и чуть менее известный проект Белград Waterfront в Сербии. Так что, если раньше черногорцы защищали свою землю от иноземных инвесторов такого масштаба, то теперь, видимо, поняли, что своими силами роскошный курорт не построить, а вот продать свой кусочек земли где-нибудь в Зогане за несколько тысяч евро за квадратный метр, почему бы и нет? Кстати, Алабар после того, как его в прошлый раз, мягко говоря, не приняли жители Ульциня, он попробовал договориться с Будванским муниципалитетом, чтобы построить в Булярице что-нибудь этакое. Ну и там жители Булярицы его не приняли, и он решил переключиться на албанский Дурос. И что бы вы думали, теперь жители Булярицы очень хотят, чтобы у нее появился новый облик, но с сохранением нынешней экосистемы. То есть, чтобы болото никуда не делось. Как думаете, где и когда начнется первая стройка Алабара? Но, по правде говоря, не это нас с вами волнует больше всего. А проект нового закона об иностранцах. Напомню, что в нем предлагается, что продлить ВНЖ на основании владения недвижимостью сможет только тот, у кого стоимость ее больше 200 тысяч евро, а для владельцев ИП и ООО нужно будет нанять 2 граждан Черногории. Всю неделю все соцсети на всех языках бурлили страстями, выдвигались различные меры, от самых безобидных до радикальных. Был, конечно, и так любимый нашим человеком фейсбучный и ютубный срач, в том числе с прямыми угрозами и оскорблениями друг друга. Но, насколько я знаю, до дела дошли только открытые письма в местные СМИ, интервью на местном телевидении, записи рилсов и петиции. Это я говорю не только про русскоговорящих, и я про все разные диаспоры. Каждый действовал по-своему, и самыми активными были немцы. И пока тишина. Я не помню, чтобы мы вот всей эмигрантской братьей с таким интересом следили за тем, что же сегодня будет обсуждаться в Черногорском парламенте. И на текущий момент обсуждения властями этого проекта закона пока нет в повестке. Хочется надеяться, что там наверху посмотрели на реакцию и решили еще раз все тщательно просчитать. Обо всех изменениях я буду рассказывать оперативно в телеграм-канале, поэтому подпишитесь, если еще не подписались, сразу после просмотра новостей, чтобы быть в курсе. На этой неделе парламенту было достаточно и других тем для обсуждения. Там разгорелся спор об экономике. Тезисы были такие. У Черногории самый большой дефицит внешней торговли за последние 15 лет. Самый низкий рост ВВП за последние 8 лет. Инфляция вдвое выше, чем в странах ЕС и самая высокая в странах региона. 2200 предприятий на карантине. Цены на продукты питания вдвое выше, чем в ЕС. По прогнозам, госдолг вырастет к концу 2028 года с 4 до 6 миллиардов. Уровень жизни за последние 6 лет повысился всего лишь на 1%. И людям за продуктами дешевле ездить в Боснию или Албанию, чем покупать у себя в супермаркетах. Что сказать? Да, жизнь в Черногории не дешевая. Раньше преимуществом был легкий и дешевый вход и легализация, а все остальное дороже. Ну и с этим мирились, с этим жили. Чудесная страна. Но с принятием нового закона об иностранцах эта комбинация, видимо, как-то поменяется. Может быть, с массовым отъездом иностранцев и превышением предложения над спросом жилье начнет дешеветь, может еще что-то. Но пока та же недвижимость только дорожает. На текущий момент средняя цена квадратного метра на Приморье почти 2500 евро, в Подгорице 2153, на севере почти 1600. Кстати, о севере. Похоже, в Черногории закончилась эра «строю как хочу, потом договорюсь».
Теперь все, что не попало на ортофотоснимок от июля 2025 года, пойдет под снос. И начнется такой массовый снос с Жаблика, где уже в следующем месяце будет разрушено 130 таких домов. Напомню, что таких объектов по всей стране 120 тысяч. И после севера дойдут руки и до побережья. И для тех, кто купил или нелегальный дом, построил его, или надстроил этаж, или пристройку сделал, это может оказаться серьезной проблемой. Пару слов о бюджете на 2026 год. Он, судя по проекту, ужмется на 238 миллионов и составит 3 миллиарда 790 миллионов. Ключевые изменения – это увеличение расходов на зарплаты, пенсию, оплаты консультантов и на софт. Меньше будут тратить на деловые обеды, служебные поездки и адвокатов. Но адвокаты, кстати, не расстроились и подняли таксу за свои услуги ровно в 2 раза, объяснив тем, что их оплата не менялась уже очень много лет. Так что, если захотите судиться в Черногории, знайте, дело это дрянь. Стоит это очень дорого, а шанс выиграть минимальный. Еще 2 грустные новости. На этой неделе отмечали Всемирный день Хобл. Расшифровывается как хроническая обструктивная болезнь легких. Болезнь эта в мире ежегодно убивает больше 3 миллионов человек. В Сербии ей болеет около полумиллиона человек, то есть каждый 10-11. В Черногории точных данных нет, но поскольку курят примерно столько же, сколько и в Сербии, то и картина похожа. Особенно в северных и центральных районах, вроде Подгорицы, Плевли и Никшича. Соответственно, единственный способ снизить риск заболеть, или тем более умереть, это не курить, держаться подальше от курильщиков и жить на побережье или в тех районах, где хорошо продувает. Вторая новость еще печальнее. В Черногории каждые 4 дня один человек уходит из жизни. За 9 месяцев этого года 52 суицида. По этому показателю Черногория стабильно входит в топ-20 Европы. Причины, по мнению автора, в хроническом кризисе системы психического здоровья, старении, оттоке молодежи, одиночестве и стыде говорить о депрессии. Надеюсь, в бюджете страны когда-нибудь будет заложено открытие бесплатных кабинетов психологической помощи. Кстати, судя по вот этой таблице, топ-3 в Европе это Литва, Россия и Украина, а Черногория 17-я в этом списке. Странно, что в этом списке есть Финляндия, которая известна своим самым высоким уровнем удовлетворенности жизнью. Как это сочетается, я не могу понять. Точнее, могу понять, если бы там было огромное социальное расслоение, как, например, в России, где там 2% едят колбасу, а 98% хлеб, и в итоге по статистике получается, что вся страна ест бутерброды. Но Финляндия вроде бы не такая расслоенная. В общем, напишите, что вы думаете об этом. Когда в прошлом году во властных кругах вновь заговорили о необходимости ввести визы, в том числе и для россиян, почти никто в это не верил. Ни местные, ни приезжие. Ну, как же, наши народы сотни лет дружат. Не может же Черногория вот так поступить с Россией. Но курс на слияние с ЕС выбран категорично, поэтому, если там сказали «надо», Черногория взяла под козырек, причем визы должны быть однократные. Каждый въезд, соответственно, новая виза. А это значит, что прощай визараны, благодаря которым здесь живут тысячи россиян. После введения виз останется 2 варианта. Либо оформлять ВНЖ, который тоже станет для многих, наверное, сложнее и дороже, если примут новый закон об иностранцах в текущей редакции. Либо просто уезжать. Да и туристам не позавидуешь. Оформлять визу ради 10-15 дней на море, когда есть безвизовая, да еще и более дешевая Турция, Египет, Азия, выберет, наверное, только преданный любитель Черногории. Ну и тот, кто купил жилье, но не может его легализовать, соответственно, сдать, продать. Поэтому хотя бы будет сам приезжать и отдыхать тут. Как быстро это будет реализовано, никто не знает. По идее, есть дипломатические правила о том, что надо заранее, за 90 дней уведомить вторую сторону. Но ситуация с Турцией показала, что можно и завтра ввести. Кстати, туркам планируется отменить визы. И премьер-министр Милой Каспаевич уверен, что экономика выдержит, поскольку русских туристов стало меньше. Однако, несмотря на то, что за первые 9 месяцев Черногория получила от иностранных туристов 1,3 миллиарда евро, что на 1,3% больше прошлогоднего периода, Союз иностранных инвесторов указал на серьезные проблемы в туризме. Его оценка в этом году 5,9, и это самый низкий показатель за 15 лет. А сами ательеры и турфирмы поставили еще хуже оценки – 4,3. Причем парадокс ситуации в том, что инвесторы бьют тревогу. Если срочно не починить туризм, то потеряем деньги, туристов и шанс на вхождение в ЕС. А если не привести визовую политику в соответствии с ЕС, то тоже не войти в ЕС. Как быть? Непонятно.
Кстати, вся остальная же бизнес-среда почти не изменилась за эти годы. Условно, неплохо в телекоммуникациях, банках, торговле, транспорте, там индекс в районе 7. А вот самые слабые места — это суды и законы, подготовка кадров и электронные госуслуги. И еще одна новость о туризме. В этом году аэропорты Черногории примут около 3 миллионов пассажиров. Это рекорд. Однако инфраструктура трещит по швам, работая за пределами возможностей. Полная модернизация обойдется 250-300 миллионов евро. Таких денег в современном ужавшемся бюджете нет. Поэтому самый быстрый способ — это выкупить в Тивати соседний ангар за 5 с лишним миллионов и переделать под терминал, а Подгорицу перевести на круглосуточный режим работы. Еще один повод для гордости — это то, что в Черногорию заходит British Airways. То есть это прям премиум. Проблема в том, что если такой вот лондонский премиум-турист проникнется всей душной, тесной атмосферой Тивотского терминала, то, вероятно, в следующий раз он выберет Хорватию. Говорят, там не сильно дороже. Ну а для лондонского премиум-туриста уж точно. Кто был, поделитесь в комментариях. Ну и вчера к нам пришла зима, кстати. Такие кадры с северных районов публикуют в соцсетях. В Жаблике пишут, что выпало до 14 сантиметров снега. На этом все. Жду вас в нашем телеграм-канале. Лайк, подписка, колокольчик и комментарий по теме, которая вас больше всего заинтересовала или волновала.